Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Василий Волга на связи прямо сейчас. Василий Александрович, приветствую вас. Мое почтение вам, Александр, и вашим зрителям. Всем большое спасибо, что подписываетесь, ставьте лайк, пишите, что думаете в комментариях. И, конечно, будем обсуждать все происходящее с разных углов, под разными соусами, так сказать, потому что и геополитически, и внутри Украины происходит нечто. Нам опять толкают определенный ажиотаж по поводу перемирия. Обсудим, конечно, это. Есть свежее заявление Зеленского, да, Блумбергу, о том, что вот они хотят несколько часов парад провести, а дальше бомбить, а мы за настоящий мир, мы вот такого не можем позволить. Это тоже очень интересный момент, который требует обсуждения, кто в этом перетягивании Канада, кто есть кто. Единственное, что я должен всех пригласить на канал Василия Волги, в Телеграм, в YouTube, ссылки в описании, как всегда. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поучаствовать в нашем финальном таком спорте по вашим вопросам. Это сделать очень легко и традиционно. QR-код, который видите на экране, если работает сервис, прямо на экран выводит, и канал поддержите. Клуб зрителей Шелеста, закрытое сообщество, присоединяйтесь, там тоже можно задать вопрос. И, естественно, чат трансляции сообщества YouTube, все вживую в самом конце. Ну а начнем с опроса зрителей. Вы за или против отступления ВСУ из Донбасса? Ну и варианты ответов. За, пора заканчивать. Против, Россия скоро развалится. Тяжело сказать, и мне все равно. Это вот в один вариант, пожалуйста, голосуйте. Если вам сложно сказать или вам все равно, ну это, пожалуйста, вот туда. И четвертый вариант, скоро его захватят военным путем, и вообще не о чем будет говорить, и будет нечто новое там, да, на столе. Василий Александрович, что думаете по поводу опроса? Трамп поговорил вчера с Путиным 1,5 часа и говорит, сделка близка. Кто с кем готов идти на сделку? Нет всякого сомнения, эта сделка должна состояться в первую очередь между самим Трампом и Путиным. То есть тогда, когда Трамп прекратит уже игры, хотя до этого еще, кажется, чуть-чуть времени должно пройти. И когда будет по-настоящему требовать от Украины выполнения тех условий, которыми договорились Трамп и Путин в Анкоридже. Вот. Но сделка, конечно, должна состояться между Украиной и Россией. Но и я среди тех, кто будет голосовать за то, что, послушайте, нужно сделать все возможное для того, чтобы мир установился. И если для этого необходимо отдать вот этих там 20% территории Донецкой области, которая сегодня из себя представляет выжженное поле, то я бы пошел на этот шаг, и я голосую за это. Друзья, проголосуйте и вы тоже, но на самом деле этот опрос, он же как бы немножко дублирует сегодняшнюю социологию, которую показали и привели. В общем, украинцам возможна передача Донбасса России. Согласно КМИСу, общество остается резко разделенным, представляете, по этому вопросу. И вот как бы в обмен на завершение войны, вот как высказались, то есть категорически против 57%, готовы согласиться 36%, не определились с позиции 7%. По сравнению с началом марта доля категорических противников снизилась с 62 до 57. То есть есть такая тенденция определенная, усматривается в последние дни. Несмотря на усталость от войны, большинство украинцев по-прежнему категорически отвергают уступок территориальных возможностей Российской Федерации при условии быстрого мира и перспективы вступления в ЕС. Однако заметно растет доля тех, кто готов рассмотреть такой вариант. Опять-таки, понимаете, мы опять с кнутом и пряником играем сейчас. А кто сказал, что Украина будет в Европейском Союзе? Ну, социологи подошли и спросили. А по большому-то счету, Евросоюзом-то и не пахнет. Ну, не Евросоюзом, и уж точно на века никогда не пахнет никаким НАТО, который сам по себе этот блок находится на грани полного развала. Учитывая то, что Америка велик шанс того, что Соединенные Штаты выйдут из этого блока, а противоречия внутриевропейские никогда не позволят эффективно действовать тому, что они пытаются создавать. Вот. Здесь, знаете, тут еще КМИС мы с вами имеем. Здесь важно понять, до какой степени эти опросы репрезентативны.
совсем недавно жаловались основные социологические службы Украины о том, что на их опросы на улицах телефонной и компьютерной отвечает только 10% респондентов. 90% людей боятся высказать свою позицию. Как можно сделать вывод из этих 10%, которые разделились таким образом, что на самом-то деле больше половины украинцев хочет продолжения страданий? Не знаю. Для меня это крайне подозрительно выглядит, эта цифра. Ну, и если даже КМИС, делая все для того, чтобы одни проценты завысить, другие занизить, показывает системный рост настроений за то, чтобы войну прекратить, даже если нужно пойти на какие-то территориальные уступки, это надо сделать, но это говорит о том, что настроения внутри украинского общества постепенно двигаются в сторону выздоровления. Выздоровление от какой болезни? В первую очередь, вы знаете, от болезни изоляционизма, вызванной глубоким бандеризмом. Ведь то, что сотворила с собой Украина на протяжении последних 30 лет, она сотворила, ну, конечно, благодаря той социальной инженерии, которая к ней была применена на протяжении 30 лет, благодаря такому сумасшедшему финансированию радикальных движений, взращивания русофобии на территории Украины, привело к тому, что Украина добровольно вывела себя из поля международного разделения труда. Она превратилась исключительно в попрошайку. То есть страна, которая не в состоянии существовать самостоятельно, которая на сегодняшний день уже, ну, даже находясь в состоянии войны, ну, если мы будем честно смотреть на вещи, не ведет эту войну своими ресурсами, ибо этих ресурсов у нее нет. Никаких. Кроме человеческого, конечно. Вот. И когда вот этот изоляционизм, которым так глубоко заболели, русофобию, которой тогда так сильно заболели, когда демонизация России достигла таких, ну, просто фантастических уровней, вот, ну, то, собственно говоря, эта болезнь привела к тому, что люди реально верят, что если будет подписан мир или капитулирует Украина, то тогда придут русские и вырежут всех. То есть люди реально поверили, что русские будут действовать таким образом, как действовали бандеровцы, вырезая, например, поляков, когда 110 тысяч человек от мала до велика самым жестоким образом они уничтожили. Так вот этого никогда не будет. И ежели будет на самом деле найден дипломатический путь, пускай и с этой территориальной потерей, она очень незначительна и бесполезна для Украины. Так вот, если будет найден дипломатический путь и восстановится мир, послушайте, воцарится мир, произойдет то, о чем русские говорили с самого начала СВО, когда состоялись Стамбульские соглашения. Когда армия русская развернулась и пошла. Когда были парафированы только Стамбульские соглашения, русские снялись и пошли от Киева. То есть, на самом деле, когда мы уберем, то есть выздоровеет наш народ, выздоровеет украинский народ от бандеризма, русофобии, изоляционизма, мы вернемся к созиданию. У нас еще есть шанс на этой оставшейся части территории, если мы вернемся к основным правам и свободам человека. Это важнейший момент. Если мы вернемся к основным правам и свободам человека, которые, ну, в свое время еще Джоном Локком в 17 веке были утверждены. Право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личной жизни и право на частную собственность. То впоследствии реализовалось в декларации, Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, если я не ошибаюсь, в 1948 году в Организации Объединенных Наций. И вот если мы к этому вернемся, выздоровев от того, что мы все должны умереть, то тогда есть шанс построить государство мирное, развивающееся, богатое, вписанное в международное разделение труда и работающее ради будущего, а не ради того, чтобы дети еще что-то там воевали, ради чего-то там погибали. Ну, Залужный, конечно, выдал. Говорит, Да. да, и дети, а пускай пообещает, что он его ребенок, собственно, да. Ну, в общем, и внук Маразм. пускай пообещает. Просто маразм. Это маразм человек, который имеет одни из самых, ну, не самые высокие, пожалуй, сегодня, да, но одни из самых высоких шансов для того, чтобы стать президентом страны. Он прописывает как будто бы на генетическом уровне свое президентство, говоря о том, что он даже сына
будет готовить к тому, чтобы тот погиб в ближайшие годы, там, 10, 15, 20 лет, пока он будет призывного возраста. То есть, и далее прогнозируется сама по себе страна на уничтожение. Знаете, Александр, здесь, ну, как просто не посмотреть на простую арифметику и не вспомнить эту тенденцию. Но ведь посмотрите, 30 лет минус 32 миллиона населения. Было 52 миллиона, да, даже 34 миллиона. Сегодня, ну, то, что по хлебу, когда считают по потреблению хлеба, 18 миллионов осталось на территории Украины человек. Послушайте меня. Голландцы, испанцы, французы вырезали на Северной и Южной Америке за 100 лет 50 миллионов человек. То есть, когда геноцид был, когда очищали эту территорию для себя любимых, да, то 50 миллионов человек. Да, части, конечно, умерли от болезней, которые были принесены с европейского континента, но в общей сложности это уничтожение было 50 миллионов за 100 лет. А здесь, дорогие друзья, если тенденция сохранится, то темп уничтожения украинцев, проживающих на территории Украины, составляет 100 миллионов за 100 лет. А что это означает? Это означает по миллиону в год. Не А очень, что это означает? Это означает 18 лет и все. не И очень все. И как те понятно. народы, которые когда-то существовали на земле, а потом исчезли, так это исчезнет точно так же и украинский народ с любой перспективной украинской государственностью. Не очень понятно вот этот набор аргументов, которые привели, а зачем это Трампу? Ну, то есть, Трамп умер? нет, вы апеллируете набором аргументов к кому? К украинцам, да, которых Да. там КМИС как-то посчитал, видимо, Да. там, ну, это заказуха чистой воды, это, ну, даже гадалки не ходи, потому что, Да. ну, вот в чате трансляции уже пишут там, а кто кого спрашивал, то есть, а в Одессе спросили респонденты, откуда, а вообще, а где проводился опрос, ну, там, где, как уже бог с ним, по телефону, не по телефону, там, это дело такое, а кого спрашивали, то есть, что вот у нас, видите, как 57% не хочет ничего отдавать. Тут же очень интересно, что... Так, Александр, что Трампу нужно? Зачем ну, Трампу что? зачем Трампу вот эти проблемы? Ну, то есть украинцы со своей там, со своими мечтами про процветающую страну. Нет этих украинцев, Так, понимаете? конечно, А сейчас все конечно. свелось политически к тому, что Трамп должен, ну вот с позиции России, Трамп должен надавить на Зеленского, принять какие-то там ряд уступок, заставить его принять ряд уступок, Европу, как это, к ноге хозяина, то есть все смотрят на Трампа. А что Трамп говорит? Вот мы 1,5 часа поговорили, хороший был разговор, и Путин готов к миру, и вообще я предложил это перемирие, ну, как бы на 9 мая. То есть мы видим абсолютно какой-то, абсолютный бред и Нет, это будет какофонию. возможно. Александр, я понял, извините, что я обрезал чуть-чуть, скажем так, да. Это возможно будет, и это возможно и нужно только в том случае, если существует интерес. Трамп торгаш. Торгаш, и он показывает, что он целое государство и весь мир сегодня гнет через колено ради личной выгоды. Ну, и я думаю, что те системные переговоры, которые сегодня ведутся, ну, по линии пакета Дмитриева, переговоры, которые, ну, в огромном, там, 14-триллионный пакет, о котором идется речь. И в этом пакете присутствует Украина своими недрами, которые сегодня уже принадлежат Соединенным Штатам Америки, то вот именно логика экономическая может подвинуть этот процесс. Ни в коем случае не по той причине, конечно, что Трамп с утра просыпаясь думает, а как там украинец, позавтракал он сегодня или нет? Конечно, нет. Ему плевать было. Ну, в принципе, англосаксонский мир, западный мир, ну, это мир, послушайте, 500 лет существовавший рабством, 500 лет существовавший, создавший колониальный мир, поработивший от востока до запада весь мир. Мы только вспоминали геноцид коренного населения Южной и Северной Америки, ну, конечно, в первую очередь Северной Америки. Вот. Так что там никто не будет думать, ему это не нужно из гуманистических соображений. Этот человек, придя, сразу решил Министерство обороны переименовать в Министерство войны. Ну, о чем мы можем здесь говорить? Это такие символы и такие, знаете, такие, ну, топонимические вещи, которые говорят о сущности, о содержании. Этим людям плевать на весь мир. Их интерес, их власть, их деньги. Печально,
в этой ситуации? Именно то, что, к сожалению, украинцы забыли про свой собственный национальный интерес. Вот это печально. Что украинцы взяли на уровне, вы знаете, публичного генома, если так можно высказаться, да, на уровне государственной политики. Мы будем погибать за их ценности. Мы будем погибать за их интересы. Нам пускай деньги платят. И то это не совсем верно. Это во главе государства оказались преступники, бандиты и нелюди, которые отправляют на смерть тех, кто не может откупиться, кого они вылавливают ради их интересов, ради их ценностей, а деньги нам, пожалуйста. Какие-то копейки, чтобы семьи существовали тех, кто погиб, покалечился, вот, а все остальное нам. В последнее время у поляков очень серьезная риторика. Она прям наблюдается о том, что вот скоро, там пару месяцев, Россия нападет. Это вообще сейчас тренд. То, что Россия нападет, надо готовиться, нужно повышаться, а давайте вот, а давайте заводы, а давайте военщину возрождать. А те, кто люди, которые считают там, ну что там той Европы, ну пху там соплей перешибить. Не совсем. Европа воевала вот эти века, это просто что-то, это что-то с чем-то. Причем между собой и в мировых войнах. Короче, то есть там традиции войны есть. Вы тут так, когда приводили аргументы, я так немножко даже улыбнулся по поводу населения, да, и количества людей. Ой. Швейцария голосует на референдуме, у них-то просто такая частая практика, не вот эти соцопросы, а референдумы. Говорит о том, что давайте сократим наше население там, до 10 или 11 миллионов. То есть не больше, а то как бы понаехали тут разное. Понятно, что там Европа вся, она стареет, умирает, там всем тяжело демографически. Но все, фиксируем. Вот швейцарцев в мире вот такое-то количество. Потому что все же хотят стать швейцарцами чуть-чуть, понимаете? Поэтому вот так. А тут как бы наоборот, понимаете, такая совершенно противоположная история. Так вот, по поводу войны. Дуда говорит, что приходит, ну, он тоже делает такие заявления. Дуда говорит нам, ну уже как бы сбросив с себя бремя ответственной должности, что только Трамп может закончить войну. Давайте послушаем. Когда закончится война между Россией и Украиной? Я считаю, что война закончится до конца срока полномочий президента Дональда Трампа. Я считаю, что президент Дональд Трамп обещал положить конец этой войне. И думаю, что он сделает все, чтобы так и произошло. И мы увидим, какова реальная сила Соединенных Штатов и президента Трампа. У меня нет сомнений, что если это должно закончиться, то оно закончится. И если оно закончится в результате действий президента Дональда Трампа, то закончится таким образом, чтобы показать, что Америка самая сильная. Я верю, что такое завершение будет сформировано таким образом, что в конечном итоге оно будет выгодно для Украины. То есть самая сильная должна показаться Америка. И при каденции Трампа все закончится. Вроде какой такой оптимистичный прогноз, но звучит как издевка, особенно если видеть, как друг друга, как кошка с собакой сейчас Европа и Америка. Ну, я думаю, что вот любой, кто посмотрел сейчас этот ролик, не может, ну, как и я, например, отделаться от ощущения того, что Дуда не сказал того, что сказать хотел. Ну, что означают слова? Я верю в то, что должно закончиться, обязательно закончится. Как в «Игре престолов», что мертво умереть не может. Ну, совершенно верно. То есть, если у веревки должен быть конец, то я верю в то, что конец есть. Ну, о чем этот разговор? То есть, на самом деле, здесь такая, знаете, попытка ответить на то, что вот все-таки как-то на самом деле и пройти между каплями. То, что война это либо закончится в самое ближайшее время, либо развернется в большую европейскую войну, ну, у меня, например, сомнений нет. Вот вы говорите о том, что много говорится сейчас в Европейском Союзе о том, что война с Россией неизбежна. Это правда. Это правда. Каждое утро я начинаю с 3 газет. Берлинер Цайтунг, Deutsche Welle и Deutsche Welle, но новостной, в принципе, поток и Цюрхер Нойер Цайтунг. Да, вот газеты, которые все говорят о том, что на самом-то деле, да, Европа очень серьезно к войне готовится. Но здесь есть два аспекта. Ну, аспект первый. Для того, чтобы создать необходимую переговорную площадку, усилить Зеленского в возможных мирных переговорах.
Раз. Ну и аспект второй. Это аспект, который серьезно опасаются сами европейцы. На сегодняшний момент украинские тылы переместились в Европу. Это правда. То есть, вот это вот заявление, которое делало Министерство Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, давая перечень адресов, по которым может быть нанесен ракетный удар, поскольку там производятся не просто комплектующие, не просто детали какие-то, а полностью перенесено производство, в первую очередь, беспилотных систем, которые на территории Европы делаются. Вот. Ну и это, конечно, чем сильнее наносятся удары по территории Российской Федерации, чем более эти удары несут с собой, ну, не только там экономический ущерб, а также и экологические бедствия вызывают, но то тем более серьезно растет общественное требование внутри Российской Федерации нанести удары по территории Европы. Вот. Так что здесь в этом есть, конечно, такие вещи. Оттуда есть напряжение в самой Европе, которое растет. Вот. Есть то, что мы с вами видим по официальным документам. Увеличение военных расходов в разы. Просто в разы. Ну, и я бы не стал, действительно, тут я с вами соглашусь, Александр, я бы не стал уменьшать или как-то несерьезно относиться к этому возможному столкновению, ибо Европа – это 600 миллионов населения. Ну, Европейский Союз 450, а сама Европа 600 миллионов населения. Экономический потенциал кратно сильнее российского экономического потенциала, как бы мы с вами ни мерили. Ну, например, по ВВП, если сравнить, то ВВП России в обычном исчислении равен ВВП Германии. Окей, вопросов нет. Золотовалютных резервов у России в несколько раз больше, чем у Германии. По паритету покупательной способности ВВП, если считать, ну, то есть внутренняя способность использовать произведенные товары и услуги, она где-то в 2,5 раза больше немецкого. Но Европа – это не одна Германия. Вот. Европа – это Франция, это Италия, это Испания. Ну и Великобританию никто не списывает в этом совместном конфликте. Вне всякого сомнения, что Великобритания примет в нем участие. Так что эти вещи, они очень тяжелы. Они очень тяжелы. Вот. Я думаю, что на самом деле сегодняшний момент, и тут заявление Зеленского, которое вы упоминали, о том, что вот он заявил, что ну что такое несколько часов. Необходимо уже серьезно говорить о серьезном перемирии. Ну, я бы счел это такими, знаете, позитивными сигналами. Ибо кроме таких, как сказать, ура-патриотических, каких-то личностных, национальных личностных обид со всех сторон этого конфликта, необходимо подумать о том, что мир спалить мы можем просто на своем ура-патриотизме с обеих сторон. Немного о Трампе. Ну, давайте так. Значит, сегодня Трамп буквально перед нашим эфиром публикует вот это потрясающее, он любит такое, да, то есть потрясающий свой пост, что надвигается буря, ничто не может остановить то, что надвигается. Он почти как Дуда сказал. Ну, оно же надвигается. А если оно надвигается, никто ничего не может остановить, понимаете? Вот вроде как поговорили. Вчера Путин и Трамп. Вроде как сделка близка. Сейчас там Зеленский играет, и есть еще время, чтобы поиграть, как вот на пасхальном перемирии все играли загодя, так и на этом будут загодя играть. Но явно Трамп, он занят сейчас Ираном. Все шишки на него летят по Ирану. Понятно, что ему нужно как-то разделаться с Ираном, потому что тут, как бы, если так вот брать буквоедски, то завтра истекает 60-дневный срок его войны в Иране, то есть за пределами государства без разрешения Конгресса. Несколько раз за эти 60 дней, дважды, по-моему, пытались проголосовать, чтобы остановить Трампа, убрать войска, но это не получилось, потому что сейчас вот такой Конгресс, который там плюс-минус поддерживает Трампа.
Но, с другой стороны, с завтрашнего дня все военные действия на территории, то есть как бы за пределами США по отношению к Ирану могут быть незаконны для самого Трампа. И это можно легко выкрутить, потому что от этого можно, конечно, легко отвертеться, но и выкрутить в эту сторону тоже очень интересно, как будет происходить вот эта юридическая баталия. А Трамп что-то не хочет заканчивать. Смотрите, говорит, меня все устраивает. Я вообще этот пролив назову своим именем. У нас все хорошо. Нефть растет. Говорит, хорошо, что нефть растет. Трамп сказал, что война в Украине закончится раньше, чем в Иране. Прав был? Ну, Трамп сказал, что он за 2 недели закончит войну. То есть здесь слова Дональда Трампа, мне кажется, уже для всех это, ну, как некоторые море волнуется раз, море волнуется два. Да, море волнуется 3, морская фигура замри. Трудно очень поймать тот момент, когда вот Трамп замер, и это соответствует действительности. Мне кажется, это сущность самого Трампа. Вероятно, и его бизнес-деятельность была похожая. Вот. Ну, уж его политическая деятельность, его поведение во время войны показывает, что он наводит максимально тень на плетень, туман. Но вот в ситуации с Ираном в этом тумане он сам заблудился. Он сам заблудился и сходу врезался в дерево под названием Иран. Вот. Я не верю в то, что Конгресс не позволит ему вести военные действия по истечению 60 суток. Я просто не верю. Он это продолжит. Но я могу лишний раз сказать. Посмотрите, мы сегодня опять имеем пиковые значения цен на нефть марки «Уралс». То есть пиковые значения цен за $120 за бочку мы имеем для России. Ну, в этой ситуации уж очень трудно. Знаете, как это говорят? Если это выглядит как молоко по вкусу, как молоко, пахнет молоком, то, скорее всего, это молоко. Вот. Так и здесь. Но если уж мы с вами видим, что все действия, которые предпринимает Трамп, приносят большущий гешефт одной из воюющих сторон между Россией и Украиной, то, по всей видимости, это и является целью происходящего. Вообще, знаете, вот сейчас же мы готовимся к встрече Путина Си Цзиньпина, Трампа Си Цзиньпина. Да? Вот. Там они, насколько мне известно, по-моему, разнесены по времени в 2 или 4 дня вот, между этими встречами. Но, наверное, знаете, было бы действительно очень неплохо, если бы в конце концов этих 3 человека встретились, ну и в конце концов состоялось что-то вроде Ялты, Потсдама. То есть в конце концов перестали уже изображать нечто несуществующее. То есть перестали бы уже все изображать мир гегемона единого. Согласились с ситуацией многополярности, которая фактична. Ну и просто поделили бы мир. То есть это та ситуация, которая успокоила бы все. Успокоила, остудила бы вот эти вот европейские головешки горящие, которые, сломя голову, сегодня ломятся в огромный конфликт, который имеет действительно серьезные шансы стать конфликтом ядерным. Вот. И такая встреча, вы знаете, она, мне кажется, была бы интересной и даже кажется возможной. И вот в этой ситуации было бы неплохо, конечно, чтобы на всех уровнях, которые существуют, ваша площадка, площадки международные, площадки обмена мнениями, скажем так, эта мысль о необходимости встречи 3 сильнейших людей мира состоялась. И мне что-то кажется, знаете, что вот Трамп, он будет до тех пор держать ситуацию с Ормузом и, в принципе, напряжение и с Украиной в том числе, и, в принципе, не будет давить на Украину до тех пор, в необходимом объеме для того, чтобы остановить войну, не будет давить. До тех пор, пока эта встреча, принципиальная встреча не состоится, для того, чтобы на стол было какие карты выкладывать. Так что, во-первых, война продолжится, но если это продолжится дальше, здесь у нас с вами, знаете, главный терпило – это Европа. Позавчера министр транспорта Европейского Союза сделал заявление о критическом состоянии топлива для самолетов европейских. Европа, она вся живет самолетами. Все, небо, вы просыпаетесь с утра, исчерчено самолетами. Да? Украинцы такого давным-давно не помнят и не видели. Наверное, такого никогда и не было.
Так вот, на сегодняшний момент в некоторых странах, у некоторых авиакомпаний осталось керосина на 2 топлива самолетного осталось на 2 месяца. И ежели только эта история будет продолжаться, и ежели ключевые игроки, держащие сегодня мир в напряжении, не встретятся и не договорятся, ну то тогда Европа задохнется. Одно легкое нефтяное, другое легкое газовое. Все. Европа задохнется в сентябре месяце. Вот. И по этой причине я думаю, что сами европейцы, им бы сейчас, знаете, Мерцу там не возникать в отношении Трампа. Вот. А Мерцу бы сейчас умолять. Опять поехать целовать трамповский ботинок, как он это когда-то уже сделал. Вот. И согласиться на требования Трампа по всему ряду. Причем не про Армуз я говорю. Трамп точно так же Европе выставляет требования в отношении Украины. Решайте этот вопрос. А вы его решить не можете. Вы его углубляете. Вы его затягиваете. Вы бесполезные для мира политики. И с ним трудно не согласиться. Ну, вот по поводу полезных и бесполезных политиков сегодня разошлась новость, кстати, очень интересная, о том, что, в общем-то, Мадьяр тут как бы копытом бьет. Но не тот, который украинский Бровди, который с беспилотниками, а тот настоящий Мадьяр, который Орбана подвинул. Так вот, новый премьер-министр Венгрии требует от Украины расширения прав венгерской диаспоры для начала переговоров о вступлении в ЕС. И фактически повторяет позицию Орбана, об этом сообщает Bloomberg. ЕС оказывает давление на Мадьяра, чтобы он снял возражения правительства Орбана против начала переговоров о вступлении Украины в Европу, однако тот выдвигает условия, которые в основном повторяют 11 требований Орбана от 2024 года, включая доступ к образованию на венгерском языке. Василий, я обычно так не делаю, то есть в середине не вставляю вопросы, но это вот заблаговременно человек написал и задает вам вопрос. Здравствуйте. Значит, офис президента оказался на крючке у новой венгерской власти. Еще во время электоральной кампании между Зеленским и будущим премьер-министром Мадьяром был заключен ряд договоренностей на случай победы ТИСы. Помимо возобновления работы нефтепровода «Дружба», одним из главных условий для дальнейшей успешной кооперации с Киевом со стороны оппозиции тогда стало рассмотрение наболевшего для венгров закарпатского вопроса. Воспользовавшись уязвимостью украинской власти, крайне заинтересованной в лояльности Венгрии для беспрепятственного получения в общем, европейской помощи, Мадьяр тогда и компания получили обширный инструментарий для давления на Киев, чтобы продавить автономию региона. Несмотря на то, что власть в Будапеште еще окончательно не сменилась, ТИСа уже смогла добиться вынесения на обсуждение ряда ключевых вопросов, среди которых льготный налоговый режим для венгерских компаний на Закарпатье, более широкое, скажем так, использование языка нацменьшинств в образовательном процессе, перераспределение управления в местных громадах, расширение полномочий Закарпатской облгосадминистрации в области международного сотрудничества и торговли, в частности, в решении вопросов о передаче природных объектов и ресурсов. Представляете? Таким темпами новый премьер имеет все шансы добиться скрытой аннексии Закарпатья посредством шантажа, готового за кредиты распродать всю страну Зеленского. Я почему привел вот сейчас к этой новости, ну, этот как бы комментарий зрителя и там вопрос дальше следовал, там это вот фрагмент. Я вот просто почитал эти пункты. Это то, что в 2014 году хотел Луганск и Донецк. Ой, как некрасиво получается. Что думаете по поводу этого? Я думаю, что это совершенно законные требования граждан Украины, живущих в Закарпатье. То есть мы вот только вспоминали с вами Джона Лока и декларацию основных, всеобщую декларацию прав и свобод человека. Так вот, этих 3 основных права: право на жизнь, право на свободу. Он расписывает эти права. Среди них право свободно использовать свой язык, учиться на своем языке, судиться на своем языке, не быть преследованным за культуру, за религию, ну и так далее. Так мало того, посмотрите и взгляните на весь мир.
Самые успешные государства – это не унитарные государства. Самое успешное государство мира – это федерация. Но здесь еще нужно понимать то, что у венгров, в отличие, скажем, от Донецка и Луганска, которые хотели просто автономии, которые просто хотели автономии, чтобы их не трогали вот с этим бандеризмом наступающим, чтобы их не трогали с тем, что они должны говорить на каком-то непонятном западенском диалекте вместо своего родного русского языка. Вот. Они хотели просто автономии такой, какую имела автономию Крым. Вот. В составе Украины. То есть здесь мы с вами имеем достаточно серьезную ситуацию. Она гораздо более агрессивна, нежели ситуация России по отношению к Донбассу и Новороссии. Гораздо более серьезная ситуация. Почему? Ну, потому что венгры, вы понимаете, у них вот, мы употребляли с вами уже это слово геном, да, вот, наверное, социальный геном, гражданский геном. У них зашито глубокое оскорбление и боль 1920 года. Это ситуация, когда после Первой мировой войны длился еще тот длительный процесс. Вот рухнули основные империи. Российская империя рухнула Австро-Венгерская империя, рухнула Османская империя. И вот крушение Австро-Венгерской империи привело к тому, что существовавшее 900 лет в своих границах государство венгров, ну, государство, королевство венгров, так оно называлось, 900 лет существовавшее, потеряло 2/3 своих территорий. Европейские коршуны растащили, а потом еще получилось то, что в результате Второй мировой войны Закарпатье стало частью Советского Союза, впоследствии частью Украины. И вот эти, понимаете, фантомные боли и вот такой геном, устремленность, единая такая, как вам сказать, национально-сознательная устремленность венгерского народа в возвращение хотя бы того, что можно вернуть. И вот сегодня, условно говоря, в Венгрии, когда венгры видят, что один из их вековечных врагов, ну, во всяком случае, один из виновных того, что они потеряли 2/3 своих территорий, шатается, еле стоит на ногах, но то они действуют так, как, собственно говоря, в ближайшем будущем начнут действовать поляки по поводу своих исконных исторических территорий. А еще чуть-чуть позже начнут действовать румыны по поводу своих исконных бессарабских территорий там, и так далее. Вот. Так что, но право, ежели, вот вывод, к которому я хочу подойти, ежели украинская власть не изменит своего отношения к национальным меньшинствам, тем более национальным меньшинствам, которые имеют такие глубокие коренные связи, как это, например, востока Украины с Россией или запада Украины, западной, ну, я имею в виду Закарпатья, с Венгрией, чем более будет применять репрессии, естественно, тем больше они будут получать помощи и поддержки разного уровня, вплоть до вооруженного восстания против центральной власти. И ничего нового. Все будет так, как уже повторялось. Причем повторялось не только на Украине. Веками это происходило во всем мире. Это Испания, баски, каталонцы. Это Великобритания, шотландцы, ирландцы. Это Бельгия, валлонцы, бельгийцы. Это Канада, французская часть, английская часть. Понимаете, это происходило веками. И решение лежит в области взаимного уважения, возвращения к основным правам и свободам человека. Понимаете, что не получается. Ну, с той политикой, которая сейчас... Это не получается именно в силу того, и каждый раз не получается, когда радикальный национализм становится властью. Ведь что такое нацизм, Александр? Нацизм – это политическое явление радикального национализма. То есть тогда, когда национализм становится властью. И как только национализм становится главенствующей идеологией, мы с вами получаем нацизм как политическое явление. На сегодняшний момент это моя позиция, то, на чем я стою. И то, к чему призываю каждого украинца. Ради спасения украинского народа. Ради спасения страны. Уничтожить власть нацистующую. Уничтожить ту власть, которая лишила людей основных прав и свобод. Послушайте, мы с вами говорим, знаете, это же очень интересно. Очень интересно, ну, сам Джон Лок, когда он родил, да, эту идею о естественных правах человека, определив их 3 основных права.
Он тогда высказал эту идею, которая потом была ретранслирована в Организации Объединенных Наций и приобрела целый ряд документов. Кроме основной декларации, там целый ряд документов родился, которые ратифицировали все до единой страны, члены, участницы Организации Объединенных Наций. Родился документ, который сказал о том, что все государства эти основные три права не дают, это очень важно, а признают, защищают и гарантируют. В Есть сегодняшний проблема. момент каждый человек, который берет оружие в руки против ТЦК, который берет оружие в руки против украинского государства, внимание, не против украинского народа, а государство, народ уничтожающий. Этот человек становится двумя ногами на декларацию прав и свобод человека и защищает свое человеческое достоинство. Он на это мало того, что имеет право, как человек он обязан это делать. Смотрите, против ТЦК, да, но сам факт явления ТЦК в Украине, сама атмосфера, в которой сейчас на 5-м году войны защищается Украина, воюет Украина, набираются в армию войска, да, ну, воины в Украине, она говорит, что это настолько мизерная и, такая просто, какая-то вот такая букашечная часть, вот эта идеологическая, настолько не сработала эта идеология, это провал вот этой идеологии национализма. Это показывает сама практика. Вот недавно выходит журналист Бутусов, да, Цензорнет, на радио «Свобода». Это прям очень интересно. Он говорит, значит, так дешевле, как бы, наемников, говорит, дешевле. Причем сейчас же многие считают по поводу трудовых мигрантов, да, а тут как бы и по поводу воєнних теж. Давайте послухаємо. Перед вами були депутати, і вони якраз дуже сильно жалілися, що грошей немає. Навіть немає грошей, щоб підняти забезпечення, яке є зараз мінімальне для військовослужбовців, а ви кажете іноземців. Давайте порівняємо просто вартість. Якщо ми забираємо з економіки платника податків, який сплачував податки, створює робочі місця, і його направляємо в армію, він отримує там заробітну плату від держави, припиняє платити податки. Як це можна порівняти з іноземцем, якого ти завозиш, в принципі, сплачуєш тільки вартість перевезення, вартість трансфера в Україну. Він отримує те саме забезпечення, виконує ті самі завдання, що і українець, але при тому українській державі не треба втрачати платника податків, не треба ризикувати його життям, здоров'ям і вирішувати це таким чином. Я не розумію, як на це чому гроші є на мобілізацію в місяць 35 тисяч українців, це офіційна інформація, яка озвучувалась неодноразово нашими посадовцями, і немає грошей на завезення хоча б 2-3 тисяч іноземців. Оце я не можу зрозуміти. По грошах, якщо порівнювати, це значно дешевше воювати іноземцями, яких ми завозимо. Вы понимаете, до чего мы пришли, к чему договорились? Дешевле иностранцами воевать, а воюем нашими. Какие-то нерациональные, неправильно воюют. На самом деле, знаете, вот вы говорите, те, кто атакует ТЦК, понятно, почему они делают, и правильно они делают. Мне непонятно другое. Почему еще у многих на Украине не произошло вот это простое и понятное сочленение, что ТЦК и полиция, которая сегодня помогает проводить эту охоту на украинских мужчин, что это не нечто оторванное от государства, а это, собственно, само государство и есть. И если мы с вами находимся в такой ситуации, когда например, Бутусов поднимает вопрос, слушайте, украинцы не хотят воевать, тогда надо как-то из этой ситуации выходить. Тогда я задаю вопрос, братцы, если вам не нравятся памятники, которые стоят в этой стране, вы их сносите. Если вам не нравится язык этой страны, на котором разговаривают люди, вы его запрещаете, убиваете людей, которые на нем разговаривают. То вопрос, в той ли вы стране находитесь? Не являетесь ли вы тогда самыми настоящими оккупантами? Если на сегодняшний момент украинский народ не хочет воевать, то тогда я задаю простой вопрос. А что ж тогда за власть? Что тогда за власть стоит над украинским народом? Это
народная власть. Ну и ежели, знаете, на сегодняшний момент приходят уже даже такие откровения, а я думаю, у Бутусова это не просто откровение, и я думаю, что вот эти вот каналы, когда боливийцы воюют в рядах вооруженных сил Украины, ну, в принципе, иностранцы, поляки воюют, ну, многие там контингенты иностранные, вот. Так вот, я думаю, что это серьезная мысль, над которой они хотят задуматься, но тогда браться. Поступите честно. Этот народ хотя бы освободите из своего концлагеря. Ну, просто дайте тогда мужчинам, которые сегодня прячутся, дайте им выехать. И вот, знаете, был бы интересный момент. Если бы людям не запрещали выезд, если бы вот эти вот 3 основных права и свободы, с которых мы сегодня начали, право на жизнь и право на свободу. Среди права на свободу – право на перемещение человека. Так вот, дайте человеку свободно переместиться. Кто тогда останется? Я думаю, Александр, и вы, и зрители, и украинцы понимают, да никого там не останется. Останутся те, кто имеет более 60 лет. Женщины и то с основными, с мужиками своими поезжают. Никого не останется. Эй, слушайте, что происходит? Вот я сейчас хочу, чтобы те, кто будет голосовать у вас, голосовать вот эти приведенные вами вопросы в отношении того, за что там согласиться, не согласиться, отдать этих 20% Донбасса ради мира. Вот чтобы они впустили в себя эту мысль. Послушайте, украинские мужчины воевать не хотят. Их матери не хотят, чтобы они воевали. Их жены не хотят, чтобы воевали. Дети не хотят, чтобы их воевали. Братья, сестры не хотят, чтобы они воевали. Послушайте, возле одного мужчины, который не хочет идти на войну, мы с вами имеем 5-7 человек, которые не хотят, чтобы он воевал. Эй, стой! Министерство обороны говорит о том, что прячется 2 миллиона человек. Умножаем 2 миллиона на 7. 14 миллионов не хочет, чтобы этот мужик пошел воевать. Что происходит? Происходит то, что страну захватили. Страну захватили и эксплуатируют самым ужасающим образом, используя человека как военного раба, как гладиатора какого-то, я не знаю, гладиатора хоть содержать в каких-то условиях человеческих, даже не знаю что. Нет, условия не человеческие, из, скажем так, человеческих условий, это вот, конечно, почет и уважение. Все же как? Почему не хотят идти воевать? Они там сейчас депутаты, без угла бежит Федиенко на трибуну, там вот они пытаются сорвать выступление, они же все пытаются улучшить быт солдатский, и, скажем так, судьбу солдатскую, но нам выходят и на экраны, но вот опять-таки не хочет воевать. Вот смотрите, нам все есть... Недавно, кстати, военный омбудсмен, она делилась мнением о том, что я имею информацию о проблемах в Азове. Ну, это там 3-я штурмовая или 3-й штурмовой корпус, как их там переименовали, да? То есть, имею информацию, но я не могу особо сильно моросить, потому что, чтобы не портить их имидж. А имидж у них какой? Ну, во всей армии, значит, если тебя в штурмовики посылают, это посылают на мясо, а там это почет. Вот, рассказывает один из Азова. Так скажу, що в 3-й штурмовій бригаді стати штурмовиком – це почетно. Це ще треба заслужити. На штурми збираються хлопці, зазвичай молодь. Ті, кому подобається саме цей близький контакт, вони від цього кайфують, вони цим живуть. Вони там бігають з камерами, GoPro-шками, знімають свої ролики. Тому штурмовиком там оце упереджене ставлення, всі на штурми на м'ясо, то ти в нас ще попробуй стань штурмовиком. Ну, попробуй стань еще. Это прямо, это же почет. Значит, тебе GoPro-шку дадут, на шлем прицепят. Без GoPro-шки, просто с возможностью снять, но под запретом распространить, не штурмовики, я так понимаю, ну, просто на передке там роют окопы. Была на Купянском направлении тяжелейшая же история на прошлой неделе. Значит, когда показали голодающих солдат. Голодающих в прямом смысле этого слова. Министерство обороны написали, мы разбираемся, и вот как бы все вышли, все переполошились. Ну вот проходит какое-то время, с недельку, может больше недельки. Ну вот, собственно, эти же бойцы, да, вот так сказать, делятся новыми видео. Новыми. Нет, их покормили. Нормально. С Бабы-Яги, это такой грузовой дрон, сбросили хлеба. Вот такого. Це на хліб прийшов. З Баби Яги скинули. А то, що раз в 3 дні скидають. Ну, буває через день, ну так буває через 2.
Раз в 3 дня, через день, через 2 сбросили хлеб. Вот он показывает этот хлеб и продолжает. Таке їсти. Сьогодні у нас 25 число. 24. А прийшла посилка. Де воно? 05.04 хліб. Так от. Треба тримати оборону. А з такою їжею ти сильно не потримаєш оборону. Ще плюс, кажуть, копати треба. Копайте. Метрів 25 треба копати. А сил немає з такою їжею. Будемо копати, буде догана сурова. Будемо без грошей сидіти, сказали. Пане, що не записали. Оце мішок. Мішок. Навколо церкви. Вода. 3.04. Їжа. Не так вже. Кожен похудав, вже кілограм на 10, не знаю. Яке у нас буде здоров'я далі. Таке відчуття, що ми в полоні десь були. Одні ребра, кістки. Оце вже буде віддільно. Будемо з лікарями. Ну, вот такая солдатская реальность. Они так еще и смеются между собой. На завтрак и на ужин горох едят. Знімаю для історії. Моє сніданок і вечеря. Сухий горох. Публікується в TikTok. Не буду, я потім докажу. Щоб не казали, що ми це з'їли. Ніч рожати не було. Ну, то есть, вот так, собственно, и происходит солдатский быт. Ну, конечно, это почет, когда тебя забросили. Раз в 3 дня тебе кидают хлеб с плесенью какой-то непонятный, непонятно откуда, да, и заставляют копать. Ну, в общем, хорошо воюются. А в 3-й штурмовой почет и уважение. Ну, это понятно, это совершенно агитационный ролик. Это ролик, который рассчитан даже непонятно на кого. Наверное, на пацанов 14 лет. Знаете, из этого фильма «Пацаны. Кровь на асфальте». Да, вот. Есть что такое. Пацаны не извиняются. Или как там, или прощения не просят, как это было. Вот тебе дадут камеру, ты себе фолловеров насобираешь, будешь богатым стримером. Или еще что-нибудь в этом роде. В общем, чушь собачья. Вот. Но на самом деле, да, то, что сейчас показано, но это же не единичный случай. Ну, на самом деле, таких случаев более чем достаточно. И те, кто имеет связь... У меня, например, такая возможность есть. Там... Знакомые в свое время, в общем-то, получилось так, что словили человека, и человек на передовой. Вот. И его жена рассказывает о тех сложностях, на которых он с украинской стороны на передовой, которые он переживает, и что там происходит. Человек, уже переживший ранение и обратно заброшен туда в тяжелейшем физическом состоянии. Почему? Да потому что людей нет. И здесь, Александр, просто констатация этих фактов – это мало. Это мало, и здесь, знаете, ну, вот у вас достаточно талантливейших спикеров есть, которые могут точно сформулировать посыл. Сегодня необходим посыл для того, чтобы украинское общество, я возвращаюсь к началу нашей передачи, выздоровело. Под выздоровлением я понимаю вот такие факты, как, например, не знаю, вот сегодня или вчера сегодня произошло, когда парень на велосипеде ехал, причем ехал на велосипеде с автоматом. Он уже, понимаете, человек уже готов, внутренне созревший человек, и когда его решили останавливать ТЦК вместе с полицией, он открывает огонь из автомата. Вот это я считаю актом выздоровления, внимания. То, что происходит сегодня на передовой, когда люди, которых призвали защищать вот это вот ублюдочное государство, эти люди, внимание, не страну, я еще раз подчеркиваю, говоря о государстве, я говорю в академическом смысле, способ организации власти. То есть это Зеленский и его банда вокруг него. Так вот, бросили туда людей под выздоровлением, я пойму то, что эти люди свои автоматы развернут в другую сторону. Что тогда будет атаковано администрация президента, Верховная Рада, Кабинет министров. И именно тогда, когда придет это осознание, главный враг сидит вот здесь, в центре Киева. Главный враг привел к тому, что вот мы с вами разбирали модель. Степень уничтожения украинцев 1 миллион человек в год. То есть быстрее, чем уничтожали американских индейцев, колонизаторов. Вместе с болезнями, которые там были. Вот, так что вот это нечеловеческие условия,
отписка, отчет перед европейскими хозяевами о том, что я такое-то количество словил, забросил, изгноил, дайте мне деньги, это то, что должно на самом деле привести к выздоровлению, ну и то, как было, собственно говоря, неоднократно. Вы же видите, Пример, который мы с вами, пример, который мы с вами помним 2017 года. Пример тот, который мы с вами помним, когда просто-напросто штыки в землю, побратались, развернулись и пошли рвать тех, кто их туда отправил. Жируя, собственно говоря, на этом. Вот. Так что под выздоровлением я вижу то, что эти люди, которых вот сейчас вы показали в этом коротком ролике, те люди, которых кормят, те, кто жрет ананасов и рябчиков, вот, кормят этих людей вот такими отбросами с Бабы-Яги, не считая их уже живыми существами. Не знаю, кем там, свиньями, что ли, их считая, и исхудавшими, не знаю, кем они считают, животными какими-то, псами какими-то или еще кем-то там. Вот, то эти люди, в конце концов, должны понять, кто их главный враг. Ну, смотрите, там же как мастерски подсовывают тему разделения. Военный, не военный. Ну, вот это все, да. Это гражданский ухилянт, там, бронированный, там, не бронированный. Было такое шоу Шустера. Ну, там, свобода слова раньше, потом свобода, Шустера. И все там, Шустер, все так, ничего себе, вот это там все собирались, там устраивали вот эти собачьи бои. Все критиковали, конечно, формат, там вот это все, там и драки бывали, и это все, ну, как бы, ну, я говорил, господи, пускай лучше вот так, пускай там вот это вот, мы их всех посмотрим, оценим, пускай там, в общем-то, глотки себе грызут, а выходят за кулисы, целуются, там, пьют кофеечек, и все нормально. И пускай лучше так будет. У этого шоу был продюсер Савика Шустера, Елизаров. Он сейчас, как бы он там, у него свои там беспилотные системы, вот этот продюсер напродюсировал беспилотники до звания зама командующего воздушных сил. Так он нам что говорит? Говорит, ребята, военные, вот те, кто не пошел голосовать, не пошел воевать, голосовать не имеет права. Такой алгоритм. Поэтому люди, которые не пошли, которые сейчас пытаются не идти, ну, я к ним плохо отношусь. То есть я считаю, что это неправильно, то есть в этой стране. Как бы механизмов мотивирующих или мотивирующих, ну, может быть, много. Если человек должен был служить, он не пошел служить по какой-то причине, ну, я не считаю, что ему надо голосовать следующие 10 лет в этой стране на выборах. Он может гражданин Украины, но ему не надо голосовать. Если ему эта страна неинтересна, и он не хочет ее, скажем так, ну, готов был бросить, то зачем мне нужно учитывать его голос? То есть, условно говоря, может быть, это жестко, я не знаю, потому что потом говорят, вот, это неправильно, там, с точки зрения каких-то конституционных прав, там, лишения человека. Я говорю, ну, если человек ее бросил, да, он может жить, он может платить налоги, зарабатывать. Смотрите, человек бросил эту страну, не пошел воевать. Пускай 10 лет не голосует. То есть вот так вот мило, спокойно, находясь при должности и при погонах, говоря об вот этих военных, еще раз, когда вот вы говорите, сейчас давайте военные бросят там штыки в землю, побратаются и пойдут. Это должны быть, ну, какие-то же, там, какие-то генералы, правильно, какие-то там, ну, высшего офицерского состава, лидеры какие-то проверены. Вот, пожалуйста, лидер сидит, «Украинской правде» рассказывает вот это. Говорит, так это они не голосовали, пускай не воевали, пускай не голосуют. Как тонко это забрасывается червоточинка в украинское общество. Я два момента хотел бы отметить. Момент первый. В 2017 году это были не лидеры солдатских, там, как раз-таки лидеров, генералов и старших офицеров поднимали на штыки. Вот это именно то, что с высокой долей вероятности должно произойти. Поднимали на штыки и шли по домам. Второй момент. То, что происходит, это инерция и, собственно говоря, логика националистической Украины. Это тогда, когда стали делить людей на западенцев, схидняков, в том смысле, что схидняк не имеет права говорить на своем родном языке. Он не такой, он плохой. И, кстати, было большое количество по этому поводу высказано разнообразных заявлений лидерами общественного мнения. То тем, кто говорит на русском языке, давайте вообще запретим голосовать. И эта логика сейчас, логика разделения, это логика разделения на Уберменш и Унтерменш.
То есть сверхлюдей и недолюдей. Эта логика добирается просто уже в эту сферу. Просто в эту сферу эта логика добирается. И я бы, Александр, я бы эти два явления разделял. То есть явление то, что может произойти на передовой, когда целые подразделения будут поднимать командиров на штыки и расходиться по домам, как минимум. Вот. Ну, собственно говоря, такой процесс во многом уже идет. Сейчас просто как-то меньше стали говорить о дезертирстве. Но количество дезертиров уже давно перешагнуло за 300 тысяч человек в украинской армии. Вот. Но этот процесс может стать вообще тотально массовым. Вот. И мне кажется, мы к этому приближаемся. Эти ролики об этом говорят. Это одна часть. Ну, а вторая часть, конечно, ежели не будет изменена сама философия украинского государства, ежели ненависть не будет изжита, если надо, каленым железом, то есть изменением государственного проекта как такового, ну, то тогда да. Тогда будет те, кто имеет больше прав жить, и те, кто имеет меньше прав жить. Здесь же, знаете, здесь вот эта вот логика, к чему она может привести? И может ли она быть кем-то подхвачена для того, чтобы ее размножать? Ну, я пока не вижу такого массового явления, да, чтобы эту логику множили, то если ты не был на фронте, если ты сбежал из Украины, то ты тогда уже не гражданин Украины. Но я думаю, что это могут подхватить для того, чтобы сохранить послевоенное ядро военных, вот такая тавтология получается, послевоенное ядро военных, которое всех остальных будет продолжать держать в рабском положении. Ну, конечно, это недопустимо. Ну и, честно говоря, я думаю, это бредни больного человека. Вот. Здесь, знаете, желание не допустить, чтобы 10 миллионов украинцев, которые сегодня живут в России, живут, работают, зарабатывают, кстати, создают валовый внутренний продукт, кстати, работают на военных предприятиях, кстати, работают ради того, чтобы была уничтожена к чертям собачьим организация власти Зеленская, Зеленский сам. Вот. И вот чтобы этим людям не дать право голосовать, ну, возможно, но это бредни. И это бредни, который, по большому счету, в общем мейнстриме событий сегодняшнем, ну, никак не отразится. Вы говорите, болезнь, заболели. Шел 5-й год войны. Выходит Ницой и говорит, те, кто говорит по-русски, больные люди. Послушаем. Москальська мова – це хвороба. Її можна ввести в стан ремісії. Здавалось би, з тобою вже все нормально, хвороба не прогресує, вже так все устаканилося, з української мови все зрозуміло, а тут хоп, і знову загострення. От москальська мова завжди так працює. Ніби ж Анастасія Приходько, ніби ж вона покинула російські виступи, приїхала в Україну, все, патріотка, підтримує ЗСУ, там, молодець, пісню заспівала на підтримку, от, супер. Але як тільки в людини й досі присутня в житті москальська мова, рано чи пізно вона оце спрацює, знаєте, як прорве, як в банці, як ми кажемо, кришку зірве, чи як нарив прорве, чи оце загострення сезонне, у них це загострення відбуваються з москальською мовою, воно рано чи пізно це загострення відбувається. От і Анастасія, ніби патріотка, тоді раз, і от москальська мова проявляється в світоглядних речах. Тому, дорогі українці, ну не думайте, що це все, ну, хотілки оцих заточених на Україну українців, які не терплять все. Та ми не терпимо все москальське, тому що ми говорили про те, що воно придавлює українське, тому що воно дуже шкоду велику несе. І от, але ну, дослухайтеся нарешті. Москальська мова – це як болячка. Позбувайтеся її, лікуйтеся від неї. Це дуже просто зробити. Треба переходити на українську мову вдома. Треба повністю ізолювати все навколо себе, навколо від звучання москальського. Не купатися в їхніх бульбашках москальських, не дивитися їхні відоси, не дивитися їхні мультики, не слухати їхні новини, слухайте українські новини, українською мовою. І так ви одужаєте. Інакше у вас будуть оці етапи загострень через москальську мову. Так вона працює. Доктор Ницой дала советы. Ой. Слушайте, так как хочется сказать, и тебя вылечат. Где нормальному человеку? Вот куда ему податься? Ну вот давайте так, вот она Анастасию Приходько, понимаете, которая, да, это певица, она выступала от России с песней «Мама», да?
То есть тоже был там эпизод, да, вот она вроде как от Украины должна быть на Украину, она украинка, но она выступала в свое время на Евровидении там, от России. То есть, и опять-таки там вот это эти все шлейфы. Но вроде как нет, у нее обострение, рецидив случается. Вот смотрите, там говорят, что на украинском вот эти все это, там, бандеровцы, ну как вы говорите, украинцы больны. Другие говорят, что украинцы больны, потому что не смотреть эти русские новости, эти все, слушать украинские новости, мультики эти, Маши Медведи. Ёлки-палки, ну, кто Где здоров? правда? Хочется сказать, что все больны, и те, и другие, понимаете? Александр, я думаю, что предметом нашего с вами интереса и приложения усилий интеллектуальных, политических, общественных должна быть Украина. Я это подчеркну. Да, я не... Не язык, не язык. Я абсолютно... Вот очень важный момент. Когда мы начинаем говорить и там больные, или когда мы начинаем разбирать болячки Украины, то вдруг кто-то начинает сразу говорить: а посмотри на Россию. А мне зачем это нужно? Вы спрашиваете, что должно быть ориентиром. Я вам в самом начале передачи нашей с вами сказал. 3 основных свободы. Право человека на жизнь, право человека на свободу, право человека на частную собственность. Это вот 3 основные свободы, к которым мы должны ориентироваться. Понятно, мы к идеалу не приблизимся, собственно говоря, никогда. Но устремление, само устремление к более-менее идеальной организации жизни в нашем с вами государстве, где человек не боится разговаривать на своем родном языке, где человек не боится идти в свою церковь, где человек не боится публично читать Пушкина, где человек не боится в подарок подарить томик Булгакова. Вот это ориентир, Александр. Знаете, когда вот я слушаю вот эту вот женщину, я даже не знаю, как ее назвать, эту женщину, не хочу никаких эпитетов там приписывать, то я вдруг думаю, она называет мою мать психически больной. Слушайте, моя мать пела мне колыбельные на русском языке. Моя мать приучала меня к литературе с того момента, что она начала читать мне сказки Бажова и Пушкина. То есть, о чем это говорится? Ведь эти люди, удивительно даже, как сейчас до сих пор еще на Украине остаются люди, которые говорят о том, что тема-то, мол, надумана. Эти люди до сих пор не поняли, почему Крым единогласно практически проголосовал за присоединение к России. Эти люди не поняли, по какой причине в 2015 году были такие массовые шествия в Одессе, которые, к сожалению, так трагически закончились. Чтобы их остановить, эти шествия устроили публично аутодафе. Казнили просто активистов, тех, которые шли с русскими флагами, с русским, с украинским флагом и кричали о том, что Украина и Россия одно. Ну, правда, на тот момент ненависть к тому, что сотворили в Киеве, была так велика, что украинских флагов там трудно было найти. По какой причине Донбасс поднялся? И это до сих пор нет понимания. Послушайте, ведь, знаете, это таблетка для памяти. Я вам напомню, что в 2019 году, еще за 3 года до войны, Верховная Рада приняла закон о языковом стукачестве. Был принят закон, он так и назывался, об особенностях использования или защиты национального языка, государственного языка в общественной жизни. Как-то так он назывался, этот закон. Ну, кто захочет, найдет. 2019 года закон Верховной Рады. Когда вводились понятия языковых активистов, которые имели право сообщать языковому омбудсмену о том, что в общественной сфере используется не украинский язык. И что? А потом говорят, как это так? Когда в Севастополе сразу же после 2014 года, сразу первая попытка 2004 год, потом она провалилась, потом 2014 год. Поезд «Дружба», а после 2004 года что вы делаете? Во всех кинотеатрах Севастополя запретили показывать фильмы на русском языке. Вы что, сдурели? Там люди по-украински не понимают, что это такое. И вот сейчас выходит вот это создание, и это создание и далее продолжает нагнетать. Ну это же, понимаете, это хотя бы ладно. Хотя бы каким-то образом отреагировали. Но ведь не отреагируют. Ибо она выступает в логике общей болезни, той, о которой я говорю, Александр.
Но ведь не отреагируют на сегодня соответствующие органы, не будут применены, которые должны быть к ней сейчас применены, статьи Уголовного кодекса за разжигание межнациональной розни. Потому что там пацаны, те, которые сидят на передовой, в основной своей массе говорят на русском языке. Понимаете? Во всяком случае, как минимум 50 на 50. Говорили, это точно, сейчас непонятно, потому что все-таки... Ну, в любом случае, я хочу сказать, Александр, что более подходящего фрагмента вот под завершение, уже, да, я гляжу, под завершение нашей передачи, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, а что за болезнь? Вот эта болезнь. Понимаете, в чем дело? Это все, конечно, замечательно, но это вот прям не дают пожить поколениям, да? Понимаете? Да. Вот поколенчески не дают пожить. То есть там дети, какие дети, кто о них думает, да? Там какие-то там, не знаю, планы на будущее. То есть у нас сократили абсолютно там уровень потребления, уровень качества, да, жизни, перспективы убрали. То есть я вот сейчас смотрю, например, на комментарии из соцсетей. Вот тут тоже очень интересный момент. Я помню, что всегда вот мы как бы должны радоваться. Ну вот смотрите, Ахметов дом купил классный. А вот недавно, несколько дней назад, вам как социалисту будет очень интересно, да? То есть самый крутой дом, да, ну квартиру там купил Ахметов. А тут самая шикарная свадьба, которую только могли в Монако сыграли. Грузин и украинка. Вот материал об этом. Известный белорусский ведущий Евгений Перлин вел свадьбу за 5 миллионов евро. Вместе с ним работал Максим Галкин, а развлекали молодых Валерий Меладзе и Рики Мартин. Свадьбу сыграли украинская модель Ника Кузнецова и грузинский бизнесмен Ника Ламиа. Проходило все в одной из самых дорогих вилл в Каннах. Чтобы вы понимали уровень, здесь проводили свои ивенты Versace и Apple, а Каннский фестиваль отмечал закрытие эксклюзивной вечеринкой. Стоимость аренды на 2 дня свадьбы может доходить до 500 тысяч евро. Невеста родилась в Харькове, в 2021 году стала финалисткой Мисс Украина, а после начала войны переехала в Монако. Жених – грузинский бизнесмен, сооснователь IT-компании Stripe, занимается разработкой платформ для онлайн-казино. Свадьбу провели на высоте. Живая музыка, танцы балерин, песни Галкина и Меладзе. А главной звездой стал Рики Мартин, гонорар которого обычно составляет 1,5 миллиона евро. Был и шикарный фейерверк, и шоу дронов в ночном небе, а фотографов, которые снимали свадьбу, было целых 6. А площадку, где молодые клялись верности, сделали с прекрасным видом на Средиземное море. Да, друзья, то, что вы сейчас испытываете, называется зависть. Пожелаем молодым счастья, но, как говорится, не совсем искренне. Ну и тут комментарии полетели. Все, конечно, в шоке. Это прям голодные игры. Тут люди голодают, заплесневелый хлеб перебрасывают из Бабы-Яги под Купянск. Тут вот, смотрите, такие шикарные свадьбы. Казалось бы, там каких-то не с пару тысяч километров друг от друга, да? Такое расстояние, такой перепад. Другие как бы осуждают, мол, как так? А это вообще онлайн-казино. Как можно, ну там какие-то айтишники, да, связанные с казино, это же тоже это не те деньги. Другие говорят, да все не эти модели, понятно, что на них обращать внимание. Находятся те, которые говорят, так а что вы завидуете? Вот как в этом материале в конце. Так это зависть у вас играет. Вы так смотрите на это все. Это зависть. Люди могут себе позволить. Ну, не каждый день же женятся. Ну, может, несколько раз в жизни, но это все равно как бы событие. Мне кажется, что этот мир идет вообще не туда куда-то. Да? И вот когда мы смотрим, когда кто-то жиреет, на пленочках Миндича обсуждает династию строительную, Андрей и Вова, там у них в части, кто-то вот выходит на международный уровень, участвуя в Мисс Украина, находят себе вот этих грузинских, других олигархов. Грузия же тоже там, сказать, что да, они избежали, они тоже повоевали, это было коротко, там действительно потрясение, ее шатают до сих пор, эту Грузию, но тем не менее, да, хоть там как-то удержалась, но тоже не шибко богатые люди, вот в самой Грузии. То есть, а мы вот видим все равно вот такие яркие, скажем так, проявления. Ну, кто-то скажет, для меня наиболее, знаете, для вас это зависть, первая скрипка играет чувство, или понимание того, что экономически все как-то устроено неправильно? Именно так. Именно так, знаете, ну ведь вот у нас с вами уже время заканчивается, но чтобы упростить весь этот вопрос,
Таким образом работают экономические механизмы, экономические законы, что перераспределение не получается никогда так, что кто-то вот один стал богатым, а у других ничего не изменилось. Нет. Всегда происходит перераспределение богатства. Всегда происходит перетекание из общественной плоскости. То, что справедливо было распределено между всеми, кому-то одному в результате тех или иных действий. Ну, вы верно сказали, по убеждениям я социалист. Я член социалистической партии в прошлом, потом создал Союз левых сил, политическую партию, которая сегодня запрещена на Украине. Ну, и я вам хочу сказать, что если, вернее, когда, я в этом глубоко убежден, мы будем строить новую Украину, моя позиция будет такова, что одним из основных пунктов плана модернизации Украины будет изменение отношения к собственности. Радикальное сокращение частной собственности на средства производства, особенно бюджетообразующие средства производства. Не может такого быть, что вся энергетика принадлежала одному человеку, который сегодня в момент войны покупает себе самые дорогие в мире апартаменты. Так быть не может и не должно. Вот. А что это для меня, когда я вижу такие вещи? Я понимаю, что это суть системы. Капиталистический мир, мир частной собственности, ну, когда тем более сегодня на Украине более 70%, ну, до войны, сегодня-то уже вообще там мало чего осталось, но до войны, более 70% собственности на бюджетообразующие средства производства находились в частных руках. Понимаете? Позицию, которую мы с вами имели до войны, послушайте, зерно, украинский хлеб, да, 32 миллиона гектар украинских черноземов, 37, то есть, извините, миллионов гектар украинских черноземов. Хлеб, который родила Украина и торговала во всем мире. Основную прибыль получили 20 человек, каждый год получали. Вы это понимаете? Хлеб, рожденный на украинской земле трудом украинского крестьянина. Этот хлеб в силу перераспределения. Переложили бумажечки. И теперь договорились. Теперь это принадлежит мне, и я теперь все получаю. Если раньше это все получал колхоз, 50% отдавал государственный бюджет, а 50% перераспределял внутри колхоза, там, голосование, куда что уходит, то теперь это одному человеку. Внимание, вся прибыль на протяжении нескольких лет доставалась, основная прибыль, 20 человек. Так что то, что я вижу, как вижу эту свадьбу, например, вижу эти яхты, вижу это вот самые дорогие в мире апартаменты, которые покупает Ренат Ахметов, вот, то я вижу это явление системы. Человек в этой системе ничего не значит. Именно олигархический капитализм, который в конце концов и втащил Украину в эту войну, олигархический капитализм сегодня показывает, человек для него не значит ничего. Человек должен служить. Человек должен молча работать на его предприятии, а когда надо, человека можно схватить и бросить. Собственно говоря, человек не значит ничего. Так нет уважения к этому человеку труда. Вот завтра 1 мая, день труда. Да? Все, да. Забыли, какой труд. Пошли вон. Все будут моделями, криптоблогерами, какими-то там непонятными инвесторами. Где-то там максимум кто-то дрончики пособирает, перепродаст через аффилированные с государством и с бюджетом вещи. Ну или какими-нибудь инфо-цыганами, понимаете. Вот, в принципе, и все. Итоги опроса. Значит, вы за или против отступления ВСУ из Донбасса? 3% против, Россия скоро развалится. 3% тяжело сказать, мне все равно. Ну, то есть два варианта в одном. Это 3%. 34% скоро его захватят военным путем. И 60% да, пора заканчивать вот это все безобразие. Есть чувство, что закончится все в мае или нет? Нет, в мае не закончится. Еще вот эти вот показатели, которые дает нам Европейская комиссия, еще у них есть 2-3 месяца времени. Они еще смогут держаться. Друзья, берегите себя. Мы желаем с Василием всем добра и света. Вопросы, пожелания, приходите к Василию на канал на YouTube, в Telegram. Сегодня так вот проскочили, не успели. Заболтались, что называется. Всех с наступающим 1 мая. Василий, спасибо за время и мысли. Спасибо за приглашение. Ваш канал выходит, кажется, миллионный топ. Дошли уже, нет?
Нет, не выходит. Ну, так порезали. Ну, смотрите, ну, блокируют, режут. Ой, хватает всего. Поэтому, друзья, проверьте, подписаны или нет, и давайте не теряться, несмотря на все ограничения. Добра и света. Всем скорейшего мира, друзья. Всем скорейшего мира. Увидимся.